Уже осталось меньше суток до релиза eFootball 2027. Konami провели eFootball Connect, и рассказали ли они что-нибудь новое? Да нихуя подобного. По сути, все то же самое, просто чуть-чуть поподробнее, нежели это было в предыдущем коннекте. Но, тем не менее, новые легенды, новые главные тренеры, новые механики, новые дизайны эпиков и многое-многое другое. Давайте все это обсудим, пока мы сидим с техобслуживанием и ждем полноценного релиза до eFootball 2027. Лето в самом разгаре, а разрабы будто сговорились оставить тебя без сна. Обновления, свежие бантлы, батл-пассы, крутки и ивенты появились буквально везде, и eFootball не исключение. Надо успеть все везде и сразу, а времени до конца лета все меньше. И тут на помощь приходит лучший из лучших. PlayRock позаботился о том, чтобы игры приносили удовольствие без спешки. Тысячи товаров из разных категорий. Монеты для eFootball, ключи, донат, игровая валюта, пополнение Steam, подписки и телеграммовские звезды по самым выгодным ценам. Именно здесь ты можешь просто, быстро и безопасно приобрести монеты для eFootball и получить удовольствие, играя сутками напролет. Еще не поздно провести это лето с пользой и максимально прокачаться в любимых играх. Так что переходи по ссылке в описании, пользуйся моим промокодом для пополнения Steam без комиссии и помни, если выгоднее, значит PlayRock. Вначале бы хотелось бы затронуть не самый важный аспект, но который мне в каком-то смысле все равно интересен, а именно дизайн. Дизайн, который будет сопровождать 27-ю часть, ну и, соответственно, карточки, которые в этой 27-й части будут. И вот, если честно, на глаз новое оформление, в принципе, выглядит крайне и крайне симпатично. Конечно, пузырьки выглядят слегка забавно, но все равно. Цветовая палитра выглядит намного приятнее, нежели это было, например, в прошлом году. Ну, не знаю, мне так кажется. К слову, подобным образом будут выглядеть карточки в 27-й части. Вот такой вот дизайн эпических карточек. В принципе, задний фон выглядит, тоже как будто бы приятно. А вот так вот будут выглядеть новые легенды, которые дебютируют в рамках eFootball 2027. Касаемо же самого коннекта, как будто бы прям чего-то сверхнового мы все равно не узнали. Просто получили побольше сведений о том, что уже рассказали в предыдущем коннекте. Что не есть плохо на самом-то деле, но по-хорошему все это нужно было рассказывать в предыдущем коннекте, а не тянуть до сегодняшнего дня. В частности, нам поподробнее рассказали про функцию создания собственных турниров, и по сути это действительно та самая механика, которая прям чего-то глобального для большинства игроков как будто бы не привносит. Но для тех же самых организаторов турниров среди пользователей это прям шикарнейший подгон, потому что широкие настройки турниров с разными характеристиками по чемпионатам, по командам, что, конечно же, очень и очень круто, так и более того, у владельца этого турнира, у человека, который его создаст, будет возможность следить за матчами этого самого турнира. Судя по всему, такой возможности не будет у других участников, но как минимум у владельца она точно будет, и он даже сможет выставлять разные настройки камеры, чтобы ему было комфортнее наблюдать за матчами людей в его турнире. При этом вы также сможете получать уведомления о том, как развивается турнир в любой другой вкладке, пока вы находитесь там, проходя ивенты, там настраивая состав и еще что-то делая. Вам будут приходить небольшие уведомления, что матч стартовал или закончился и так далее, что в принципе тоже неплохо. Возвращаясь к теме с разнообразием тактики, с изменениями в схеме, касаемо игры в обороне, в атаке, Konami также раскрыли эту мысль поподробнее, и в принципе она заключается в следующем. Когда мы поднимаем полоску в атаку или опускаем ее в оборону, при вот этих вот раскладах мы можем выставить определенную схему, как будут располагаться игроки при обороне, либо же при атаке. И вместе с этим также у игроков появится несколько стилей. То есть, например, охотники за голами также смогут стать прессингующими форвардами, если вы переключаетесь на обороняющуюся схему, на обороняющийся стиль игры. И получается, что в 27-й части, судя по всему, будут выходить карточки с двумя стилями для атаки и для обороны. Ну, то есть вот привычные нам стандартные стили и дополнительные стили под один из типов игры. Либо для атаки, либо для обороны. В зависимости от того, какой позиции и каких функций это игрок.
Аллилуйя! В 27-й части, когда мы будем выбивать новые позиции карточкам, наши поинты не будут тратиться на уже имеющуюся позицию, а точнее изначально проставленную позицию. То есть, когда вы пытаетесь выбить центральному нападающему позицию оттянутого форварда, ему также могла выпасть позиция CN, которая у него перманентно проставлена. И вот как раз таки с обновлением до новой части такого больше не будет, что, конечно же, хорошо, кто будет спорить. Также немножко раскрыли подробности Daily Game, та самая мини-игра, которая заменит нам ежедневные пенальти. Судя по словам разработчиков, у нас не будет одного конкретного дизайна, и время от времени те самые квик-тайм-ивенты будут отличаться по ситуациям. То есть нам не придется на протяжении целого года протыкивать один и тот же квик-тайм-ивент. И игроки, которые там будут представлены, и игровые ситуации, когда нам придется нажимать кнопки в определенное время, все это время от времени будет меняться. Что, в принципе, неплохо, но сама по себе вот эта вот вычурная концепция, ну, как будто бы лишняя, что ли. При том, что Konami разработали ее не единолично, а совместно со студией, которая ответственна за ту же самую Bayonetta, то есть игру слэшер, что на самом деле интересное такое сотрудничество получается. Изменения в игровом процессе. Наверное, самая важная составляющая, которая должна была пролить свет в рамках eFootball Connect. Но по итогу что-то показали, но как будто бы импакта от этого, совсем немного. Во-первых, это те самые блядские удары через себя. Ну или не через себя, а просто в полете. Когда, зажимая ошеломляющий удар, вы сможете исполнять вот такой вот посредственный удар. И ведь Konami действительно этим хвастаются. Это действительно они позиционируют как изменение в игровом процессе. Когда подобное и без того присутствовало, просто анимация проигрывалась автоматически и в неожиданный момент. Но нет, это теперь полноценное нововведение. Наблюдайте, впитывайте, что называется. Ну а так, касаемо изменений в игровом процессе, Konami многого не сказали, но ключевое, так сказать, нововведение, что они представили, вот помимо вот этих вот ударов, это изменение анимаций для вратарей, для защитников и для атакующих игроков. То есть в игру будут добавлены новые анимации, и благодаря этому в некоторых ситуациях игроки станут еще более надежными и еще более эффективными. Как, например, голкиперы, которым добавят новые анимации, и благодаря чему они будут еще более надежными при выходе 1 на 1. Или защитники, которые будут до победного стараться встречать соперника лицом к лицу, не поворачиваясь к нему полубоком. К сожалению, чего-то большего про геймплей они не сказали. И это меня прям сильно расстраивает, учитывая, что, судя по всему, на изменения в плане пасов рассчитывать не приходится. Ну и в конце Konami рассказали про кампанию, которая стартует с завтрашнего дня, а именно та самая стартовая кампания в честь eFootball 2027. Конечно же, как и всегда, на старте новой части мы получим беспонтовых хайлайтовских игроков. Но, знаете, это, наверное, будет прекрасная возможность, так сказать, ознакомиться с нововведениями, потому что хайлайты ожидаются с новыми плейстайлами, то есть с новыми игровыми стилями. И, судя по всему, это вот как раз-таки та самая тема, когда будет несколько игровых стилей под разные схемы, под атакующую и под защитную. Также, помимо этих хайлайтов, будет еще и Фрэнк Лэмпард, который будет представлен с новым игровым стилем. К слову, я забыл совсем упомянуть о ней, поэтому давайте вкратце скажу. В принципе, все то, что нам показывали и рассказывали ранее, то есть суть этого стиля заключается в том, чтобы создать численное преимущество. При этом в обороне ваши игроки также будут располагаться компактнее. Не шире, а компактнее. И также они будут представлены с высокой линией обороны, то есть так же, как и при контратаке. Из чего, пока мы не пощупали, пока вот только вот это вот наблюдаем, читаем, из чего можно сделать вывод, что Overlord будет этакой смесью из контратаки и того же самого контроля, потому что благодаря численному преимуществу вы сможете чаще отпасовываться на небольших расстояниях. И вот как раз таки на примере нового Фрэнка Лэмпарда у нас будет возможность опробовать этот стиль собственноручно. За прохождение новой мини-игры, которая теперь уже не пенальти, а мини-Fortnite, вот эти вот квик-тайм-ивенты, мы сможем получить Пьера-Америка Абамеянга барселоновской формации, когда он играл за каталонцев.
Не знаю, казалось бы, неплохой подгон. Абамейянг сам по себе-то прикольный нападающий, но его карточки, что Showtime за Марсель, что Эпик за Боруссию, меня прям не впечатлили. Учитывая, что эта карточка по сути будет фри-то-плейной и бесплатной, ну не знаю, я бы на вашем месте прям сильных ожиданий по поводу нее не строил. Самый долгожданный момент. Люди ждали новых легенд и ожидали, что в новом eFootball Connect нам объявят фамилии новых футболистов, которые дебютируют в eFootball. И это произошло. 2 новых легенды, которые Konami представили. И это... Диего Коста и Гарри Кейхилл. В паке с Эденом Азаром и в целом эпический пак с игроками Челси. Вот что ожидает нас завтра. С одной стороны, не самый плохой пак, наверное, но как будто бы и не сильно интересный. И вот опять же, я не понимаю, зачем опять пихают Азара, учитывая, что он появлялся буквально-таки недавно в своей бигтаймовской вариации. Просто какой-то прям уже откровенный развод гоев на шекеле, не иначе. Тогда как Диего Коста, в отличие от Кейхила и Азара, будет представлен с новым бустером, то есть у него будет второй бустер проставлен заранее. И как сообщается, этот второй бустер, судя по всему, будет усиливать только один конкретный скилл, но добавлять не +1, а чуть-чуть побольше, там +2, +3 пункта, но только к одному конкретному взятому скиллу. Звучит интересно, поэтому будем посмотреть. Особенно учитывая, что в дебютной карточке Диего Косты проставили вот такой вот высокий рейтинг, то есть на 1 пункт ниже, чем у Азара. А Азар, по идее, должен догонять своего бигтайма, который выходил не так давно. Поэтому, кто знает, может быть, Диего Коста на недолгое время станет мини-метой? Посмотрим. Помимо Фрэнка Лэмпарда, еще одним новым тренером станет Антонио Конте, как раз таки за сезон 16-17, и в целом Konami вот с того ни с сего, не имея никаких отношений с Челси, решили воздать им вот тот самый чемпионский сезон 16-17 года, потому что вот 3 эпиков из того сезона, и вот как раз таки игровой тренер, тоже Антонио Конте, того самого чемпионского сезона. Вот за что я конкретно рад в этом году, так это за амбассадорские паки, потому что в сравнении с прошлогодними наборами, даже не имея полных цифр, уже можно сказать наверняка, что эти карточки будут намного и намного сильнее. Потому что стартовые цифры, без совместимости с тренером и при отсутствии второго бустера, уже на 3 пункта выше, чем было в прошлом году. То есть это, скорее всего, рейтинги 104-105. Для фри-то-плейных аккаунтов это прям, хороший такой подгон, если честно. И вот, по сути, все, что нам рассказал eFootball Connect. В отличие от предыдущего выпуска, он получился где-то на минут 6-5 длиннее, потому что предыдущий был на 11 минут, а этот на целых 17 минут. Но, по сути, помимо того, что нам Konami рассказывали ранее, мы не то чтобы прям много узнали, не считая новой кампании. Но при этом это далеко не все, что мы должны еще узнать, потому что завтра мы должны узнать эпиков и шоу-таймов за прохождением ежедневной мини-игры. Также, по идее, должны заменить эпического Рауля на кого-то другого. Это также номинальные паки, которые в начале каждой новой части выглядят посильнее всех последующих подобных наборов. И еще много-много прочего контента. Поэтому остаемся на связи. И завтра в рамках другого ролика, в рамках прямого эфира, также с этим будем ознакомливаться. Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы ничего не пропустить. И на этот YouTube канал, чтобы встретить 27-ю часть вместе с нами.